Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. Добро пожаловать на новый подкаст, и это последняя серия, до которой я наконец-то добрался, и вообще я очень рад, что у меня получилось ее закончить, потому что это последний выпуск разбора дискографии Arctic Monkeys. Мы прошлись по всей их дискографии, все альбомы разобрали от первого до на данный момент последнего существующего, что, собственно, будет и в этом последнем подкасте. Поэтому давайте переходить к нему. Итак, случился альбом AM, о котором мы говорили в прошлом подкасте, и этот альбом сделал из Arctic Monkeys не просто популярных рокеров или какую-то вот группу, которую много кто знает, нет. Это превратило их в настоящий поп-феномен. Это вывело их на такой уровень, на котором они, наверное, не были даже в момент своего громкого, потрясающего, рекордного дебютника. И я скажу так, что это очень редкий, возможно, даже уникальный кейс, потому что, когда мы говорим о таких вот гранж-рокерах нулевых, мало кто переживал второй ренессанс в десятых, потому что такое звучание, такая музыка, которая была в нулевых, она начала быстро забываться, ее стали быстро замещать попсой в начале десятых. Дальше у нас пошла латина и рэп, регги. И по сути Arctic Monkeys оказались чуть ли не единственными представителями того жанра, того времени, которые за счет своего нетипичного подхода к материалу и постоянным изменениям умудрились остаться не то что на плаву, а стать намного больше, намного популярнее, намного более весомее, чем они когда-либо были. Но при этом, конечно, это оставило свой отпечаток и след, потому что, естественно, после такого успеха все ждали поскорее нового альбома, который желательно, чтобы был такой же хитовый, попсовый. Ну, в общем, все, что я говорил про AM в прошлом подкасте. И если вы знаете группу Arctic Monkeys и особенно Алекса Тернера, то это не его случай. И оказалось так, что после огромного тура они катались 18 месяцев. Понятно, что работы было очень много. У Алекса Тернера начались проблемы. Так называемый авторский кризис. Непонятно, что писать, непонятно, куда дальше двигаться, что делать, кого они вообще себя представляют. Но в какой-то момент он все-таки нашел в себе новое вдохновение, и им стали фильмы о космосе, много работы и начала написания музыки на пианино, и также культовый альбом Pet Sounds от The Beach Boys. И все вот это как-то очень мило и интересно сложилось в голове Алекса Тернера, после чего он написал со своей группой новый альбом, который называется Tranquility Base Hotel and Casino. Вышла эта работа в 2018 году, и к ней не вело ни одного сингла. И какой мы делаем из этого первый же вывод? Да, это очень концептуальная, очень цельная работа. Исходя из того, чем он вдохновлялся, я не думаю, что для кого-то будет секретом. Альбом Tranquility Base Hotel and Casino — это космический альбом, вдохновленный планетами, размышлениями о вечном. Вся вот эта космическая одиссея, и это не просто, знаете, такая гламурная обложка альбома, нет. Группа нырнула в это с головой целиком, полностью, просто насколько было возможно. И не так, как это, допустим, недавно сделали Coldplay со своим альбомом Music of the Spheres, к сожалению, провалившись, а так, что это звучало очень даже в тему. Мы получили абсолютно такие лайтовые, красивые визуалы, наполненные вот всеми вот этими отсылками на кино 90-х, нулевых, связанных с космосом, с вот этой вот такой эстетикой 60-х и 70-х. То есть все видео были этим наполнены. То, как выглядел Алекс Тернер, то, как это все звучало и вместе складывалось. Это, конечно, выглядело абсолютно шикарно. При этом всем забавно, что Алекс Тернер не растратил своей такой
Ну, небольшой придурковатости и забавности, потому что в таком гламурном звучании мы все равно слышим присущие группе, ну и конкретно Алексу строчки, которые вот прям возвращают нас немножко в реальность. Ну вот реально, кто еще посреди напыщенной заглавной песни Tranquility Base Hotel and Casino неожиданно выдаст строчку «Поцелуй меня под лунной сиськой». Jesus in the basement, filling out the information form. Technological advances really bloody get me in the mood. Pull me in close, honey, crispy, baby, kiss me underneath the moon's size. Good afternoon, tranquility base, hotel casino, Mark speaking. Please tell me how may I direct your call? And do you see? Это все выглядело и звучало очень, так знаете, кэмпово. Вот то слово "кэмп", вот когда был "Met-гала", по-моему, в 18 году, и темой был кэмп, никто не мог понять, чё это, блин, значит. Вот что это значит- быть таким вот over the top, скажем так. То есть слишком, когда ты такой вот весь на чём-то, на какой-то теме. Вот мне кажется, я сейчас сам как накуренный звучу, но не суть. И если вы заметили, я уже довольно долго говорю про этот альбом, и я по-прежнему вообще никак не коснулся темы песен. Ну вот песен, понимаете, композиции, музыки самой на альбоме. А это все потому, что это очень интересная тема, и этот альбом своим посылом, своей тематикой периодически перебивает, наверное, даже саму музыку. Но это не значит, что это плохо, потому что мы тут получили очень уверенный такой space, jazz, lounge, glam rock. Не знаю, как это можно впихнуть в одну категорию, но вот тут реально есть все. Наверное, если сравнивать, то вот альбом AM это был такой, знаете, крутой чувак, который ездит на мотоцикле по клубам, ищет любовь на одну ночь. Он весь такой, знаете, в темных очках, у него в зубах спичка или там какая-то палка торчит. То есть вот такой, знаете, очень такой гламурный чел. То звучание альбома Tranquility Base Hotel and Casino- это уже немножко такой взрослый, поживший мужик, который сидит в кожаном кресле, попивает бурбон и рассуждает о бренности этой жизни, иногда вспоминая какие-то, вот знаете, такие дедовские шутеечки и выдает какие-то, простите за слово из 2013-го, перлы. И при этом, когда это звучание работает, оно ох как работает, потому что на лучших песнях, я считаю, это Star Treatment, это заглавная Tranquility Base Hotel and Casino, это Four Out Five, это закрывающая на альбоме песня The Ultra Cheese, которая такая очень темная, немножко такая персональная, наверное, самая грустная из всех последних песен на всех альбомах Arctic Monkeys. Это все потрясающе здорово звучит, наполняет это все каким-то интересным смыслом и заставляет тебя прям вот раствориться в этой музыке. При этом на альбоме нету никаких очевидных провалов. И, возможно, самыми слабыми среди всех остальных песен можно назвать разве что Golden Trunks и The World's First Ever Monster Truck Front Flip. Это определенно самый медленный альбом Arctic Monkeys, у которого
заранее было продумано так, что не будет никаких, знаете, вот этих вот громких роковых песен, которые просто бьют тебе в уши и заставляют обратить внимание. Нет, это альбом, который требует того, чтобы ты его послушал далеко не один раз, чтобы ты в него вник, чтобы ты подумал о чем-то во время его прослушивания или же просто хорошо расслабился. Мне было тяжело влиться в этот альбом всей душой с первого, даже с третьего и четвертого раза, честно скажу. Но чем больше с его момента выхода проходило времени, тем больше я начинал ценить его идею, потому что действительно, как такой цельный концептуальный проект, я считаю, что этот альбом, ну, заслуживает огромного уважения. Поэтому, несмотря на то, что я вряд ли выберу его как, знаете, такой свой альбом на вечер почилить, у него определенно есть место в моей душе. И подходя ближе к выводам, на самом деле очень часто в карьерах артистов, которым повезло очень долго находиться на сцене, быть популярными, а давайте честно, Arctic Monkeys, их карьере уже более 15 лет, и для современных артистов это долго, это очень здорово, что у них получается быть теми, кем они являются. Но у таких вот артистов, у которых длинная карьера, очень часто случается так, что в какой-то момент они выпускают альбом, который разительно отличается от всего того, что они выпускали раньше. А тут как бы не секрет, действительно. Arctic Monkeys пошли еще большим шагом в сторону, чем любой их предыдущий альбом. То есть даже если мы говорили о каком-нибудь Hamburg или других альбомах, которые считались отхождением от их традиционного пути, то вот этот альбом — это прям самый большой шаг в сторону. И обычно такие шаги в сторону подводят к тому, что следующий альбом после этого может стать абсолютным шедевром их карьеры. У этого альбома есть такое чувство, и первые 2 сингла предстоящего альбома "The Car", который выйдет уже через 2 недели, на самом деле дают мощную надежду на то, что именно этот кейс могут пережить Arctic Monkeys и выпустить, возможно, надеюсь, может быть, посмотрим, свой самый сильный альбом. Я сейчас хочу сказать одну мысль, которую, честно скажу, не я придумал, я ее у кого-то подбил, причем я себе сохранил это в закладке просто, ну, месяцы назад, и я не помню, откуда я это взял, но я хочу сказать эту мысль, что наследие и культурная значимость альбома Tranquility Base Hotel и Casino будет целиком и полностью зависеть от того, каким будет следующий альбом. Потому что если у Arctic Monkeys с альбомом The Car, который выходит 21 октября, получится максимально красиво, правильно, четко и успешно продлить тему альбома Tranquility Base Hotel and Casino и вывести это на еще более крутой уровень, все, эта группа в победителях, это будет абсолютно легендарным кейсом, и группа уже сможет не только оставаться в рамках суперпопулярных, это уже будет прям жесткая претензия на абсолютно современных легенд. Ну, это, конечно, пока только такое тыканье пальцем в воду, но хотя, честно скажу, лид-сингл That Better Be a Mirror Ball мне безумно понравился. Просто да вот просто, ну, неописуемо понравился. Второй сингл Body Paint, по-моему, он называется, тоже довольно сильный. Поэтому я в дичайшем предвкушении от альбома. И что касаемо Tranquility Base Hotel and Casino, я считаю, что это очень интересный альбом, который заслуживает довольно пристального внимания, потому что он сложный достаточно, в него надо вникнуть, но он того стоит. И что касаемо оценки, я хочу ему поставить 7,6 из 10. И на этом я хочу официально и красиво и с гордостью объявить, что я закончил. Эта серия подкастов Arctic Monkeys подошла к концу. Мы разобрали всю их дискографию. То есть это целых раз, два, три, четыре, пять, 6 роликов, 6 подкастов. Я знаю, что слушало их намного меньше людей, чем обычно смотрит ролики, но все равно спасибо вам большое. Возможно, ничего не обещаю, но возможно,
Я выберу еще у кого-нибудь в будущем на разбор такой по альбомам. Хотя сейчас, конечно, времени у меня стало меньше, к сожалению. Я вышел на новую работу, которая в офисе, она забирает очень много времени свободного и очень много сил, но я стараюсь, потому что это мое хобби, мне это очень нравится. И да, конечно же, пожалуйста, напишите в комменты, как вам этот альбом, что вам в нем нравится или не нравится. А если не слушали, то обязательно попробуйте его заценить, и желательно действительно вместе с альбомом AM, чтобы посмотреть, как красиво и разительно они отличаются друг от друга. Но у меня, пожалуй, на сегодня все. Всем спасибо за прослушивание. Всем пока.